Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я делаю очередную закупку продуктов, и я хочу прикупить побольше товаров, которые не портятся долго, и сделать небольшой запас продуктов дома. Первым делом я заезжаю в Ленту, закуплю здесь, а потом поеду на оптовый рынок. В общем, кое-что я здесь взяла, но фрукты в Ленте мне не понравились и дорого. Как-то я взяла вот только банан. Приехала на оптовый рынок. Разные крупы, муку, сахар. Все это закупаем мы здесь. На этом рынке все дешевле и, на мой взгляд, качественнее. Вот такая у нас получилась закупочка. Значит, здесь у нас 5 килограмм муки. Муку обычно покупаем первый или второй сорт, какая есть. Обычно бывает только первый. Считаю, что первый или второй сорт, она более полезная, чем высший сорт, поэтому стараемся брать ее. Также купили крупы вот по 2 килограмма. Вот это вот у нас манка кукурузная. И эту манку дети у меня очень любят. Она у нас уходит очень много. Также рис краснодарский 2 килограмма. Пшенка тоже 2 килограмма. Макароны там купила на оптовой базе такие. И вот макароны еще в Ленте тоже взяла. Вот эти вот макароны мне вообще очень нравятся на вкус. Вот именно вот в такой форме, в форме тюльпанчиков. Они очень вкусные, они как домашние. Вот на них была скидка, я купила на самом деле 2 пачки, но дети попросили меня сразу сварить, поэтому вот здесь уже одну пачку практически съели. И я пожалела, что я не купила побольше, потому что на них была акция, 40 рублей стоила вот одна упаковка. Также овсяные хлопья. Мне вот это вот нравится олейка, я ее всегда беру на оптовой базе. Там она стоит намного дешевле, чем в магазинах. Также взяла манку. Обычно беру тоже на вес по 2 килограмма, но манку уже скупили. Вот я купила такие 2 пачки манки, потому что манка тоже много уходит. Забыла, уже про сахар говорила или нет. Тоже вот сахар купили 5 килограмм на оптовой базе. Дальше здесь вот у нас такие хлебцы в Ленте купила. Эти хлебцы я ни разу не брала, не пробовала. Выбор был небольшой, поэтому я вот взяла такие попробовать. Состав у них хороший. Один здесь гречневый микс, другой из полбы. Попробуем. Такие 3 пачки купила тоже, чтобы было. Также вот здесь вот взяли на запас масло сливочное. 3 таких вкусных масла. То есть подороже такие, более качественные. И одно масло взяла такое подешевле на тесто. Если на тесто нужно будет использовать, я беру масло такое подешевле какое-то. Также вот лапшу взяла гречневую. У нас в семье гречку не особо любим мы все. Ни дети, ни муж, ни я как-то не особо любим. А вот такую вот гречневую лапшу все едят с удовольствием. Вот поэтому взяла 2 пачки для разнообразия. Взяла дрожжи тоже, дома уже заканчивались, думаю, пусть будут. Кунжут дома тоже закончился, кунжут всегда беру, мне нравится его использовать в салатах, на выпечку можно посыпать тоже. Но в салаты, в любые овощные салаты я всегда кладу, потому что знаю, что в кунжуте большое содержание кальция, очень полезный, поэтому вот всегда беру его. Еще всегда покупаю морскую капусту, но выбора тоже не было. Обычно мы берем в маленьких баночках, они недорогие, там где-то 24 рубля. У нас такой регион, что людям не хватает йода, и поэтому, когда я была у эндокринолога, она сказала, что нужно каждый день хотя бы чуть-чуть есть морскую капусту. Это очень полезно. Вот мы берем такую капусту, иногда я могу утром положить, например, к яичнице пару ложек, или как салатик можем кушать. Кроме такой капусты я еще беру листы нори. В этот раз вот я не взяла, потому что и так очень затратно получилось. Листы нори у нас дети едят, любят, а такую капусту, конечно, они не едят. Вот мы покупаем 2 вот таких варианта.
Еще взяли помидоры немножечко, огурцы, сельдерей. Сельдерей вообще очень люблю. Он, в принципе, был не очень дорого стоил. Взяла. Также в ленте уже раскупили консервы. Консервы остались такие в основном только в томатном соусе. Но я, в общем-то, взяла. Они же вкусные. Одну взяла в томатном соусе. Такую печень трески. Шпроты взяла. И вот сардинную охоту было взять, но вот эту фирму я не знаю. В общем, других там не было, поэтому я все-таки взяла вот 3 таких консервы сардины. Из такой консервы я иногда варю суп. Очень удобно, быстро и вкусно. Сытно получается. Также мы любим очень салат мимоза. И еще взяла вот такую горбушу. Тоже подумала, что я из нее, наверное, сварю суп как-нибудь. Ну, пусть будут, в принципе, сроки большие у них. Кроме этого, кукуруза. У нас тут кукуруза, консервы тоже в салат любим добавлять. И горошек зеленый. И также вот одну взяли сгущенку, чтобы тоже была. Масло подсолнечное взяли на запас. У нас одна почти целая есть. Еще есть нерафинированное масло, целая бутылка. Ну, это тоже взяли, чтобы было. Майонез тоже. Так как дома заканчивается майонез, тоже взяла небольшой. Мы, в принципе, его не часто используем. Очень много взяла бананов, потому что они, в принципе, такие зеленоватые, могут полежать. Бананы мы любим. У нас младший сын вообще может по много его есть. Вот. В ленте бананы всегда самые дешевые. Там 53 рубля они стоят. В других магазинах всегда дороже, поэтому я взяла побольше, тем более, что они зеленые, то есть они могут еще лежать. Купила остальные фрукты в Магните. Вот эти вот яблоки, там 59 рублей вроде стоили, Golden. Мы, конечно, красные больше яблоки любим, но выбора как-то такового не было. Мы взяли вот такие зеленые яблоки. Кроме этого, груши. Груши тоже там не так дорого стоят. Сейчас уже не помню сколько. Где-то 120 рублей вроде дешевле, чем в ленте. И такие вкусные, они хорошие, такие груши. И апельсины. Апельсины вообще недорого. 50-60 рублей тоже апельсины побольше взяли. В общем, вот такая вот у нас получилась закупка. У нас будет запасик еды. Такую закупку, в принципе, мы делаем периодически. Мы всегда покупаем крупы по много, вот по 2 килограмма, потому что на оптовой базе меньше не продают. В этот раз у нас получилась покупка внеплановая. У нас, в общем-то, все есть еще из круп, но мы решили, чтобы был запас в нашей ситуации. Вот такие продукты простые, никаких излишеств нет, ничего, но в то же время необходимые продукты. Вот такой запас мы сделали для себя, чтобы было спокойнее, комфортнее. Кроме этого, у нас еще достаточное количество дома моркови, картошки, репчатого лука, капусты, свеклы. Все это у нас есть. А также в достаточном количестве замороженных овощей. Насчет яиц тоже, как вы знаете, у моих родителей есть куры свои, и яйцами куриными они нас снабжают. Еще в морозильнике есть немного рыбы и мяса. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всего вам самого доброго. До новых встреч на моем канале.